нейронки. Когда казалось, что уже никаких принципиально новых технологий в нашей жизни не появится, случился резкий бум нейросетей. Сначала они были скорее источником мемов, но со временем начали все сильнее удивлять. А ведь совсем недавно создание искусственного интеллекта казалось чем-то из области научной фантастики. Но с приходом нейросетей все начало меняться. Особенно с появлением ChatGPT, который сильно популяризировал чат-боты. За последние 2 года искусственный интеллект настолько вошел в нашу жизнь, что кажется уже чем-то совсем обычным. И когда мы слышим о нем в рекламе, это уже скорее воспринимается как какой-то скам. Сейчас каждая компания считает обязательным заявить, что у них используется искусственный интеллект, и это выделяет их на фоне конкурентов. Привет, народ! Это Кластер. Знаю, я обещал серьезные, сложные видосы, но я их так долго делаю, что давайте хоть чем-то разбавим тишину на моем канале. Хотя я не уверен, что это будет простенькое видео, уж очень много о чем сегодня хочется с вами поговорить. Сегодня мы обсудим, действительно ли искусственный интеллект является искусственным интеллектом, и рассмотрим его существование с философской, этической и юридической сторон. Разберемся, как работает ChatGPT, как использовать его API и как с его помощью облегчить себе повседневную жизнь и работу. Тут, наверное, должна быть заставка, но у меня ее нет. И сразу дисклеймер. Нейросети — это что-то из высшей математики. Все эти слои, свертывания. Я вообще не понимаю, как все это работает на низком уровне, поэтому могу сказать какую-то фигню. Если что, поправляйте меня в комментариях. Я всю жизнь считал, что даже если ты гениальный программист, то все равно есть вещи, которые компьютер никак не может делать. Банально потому, что он работает совсем не как наш мозг. Он не умеет думать. Компьютер тупо выполняет инструкции, которые в него заложил человек. Это просто конвейер, который выполняет какие-то действия, но сам при этом не может ничего спроектировать. А если он и помогает человеку, то это результат очень сложных алгоритмов, которые этот самый человек и придумал. И задачи вроде распознавания изображения или понимания контекста являются для компьютера чем-то очень сложным. Наш с вами мозг устроен так, что когда мы видим котика, у нас сразу возникают какие-то ассоциации. Какой он милый, какие-то воспоминания, связанные с ним, как мы его подобрали. Компьютер же так не может. Для компьютера же нужны сложные вычисления, чтобы понять, где вообще этот объект находится в кадре, чем он является. Да, в нашем мозгу тоже происходит вычисление, но это несколько другое. Но что, если взять и написать программу, которая будет эмулировать человеческий мозг? Все эти нейроны, связи между ними. Примерно этим и занимаются нейросети. Идея не нова, но современные технологии и вычислительные мощности наконец-то начали позволять это делать. И работа нейросетей настолько похожа на работу мозга, что это вызывает много страхов и вопросов. Дальше речь в основном будет идти про ChatGPT, который сейчас, наверное, является самой популярной языковой моделью. Точнее, сайтом с языковой моделью. И я знаю, что многие мои зрители почему-то до сих пор его не пробовали. И многие пробовали только бесплатную версию 3.5. Не надо судить о его работе по версии 3.5. По сравнению с 4-ми версиями она кажется просто слабоумным ребенком. Итак, одним из самых первых вопросов, которыми задаются люди, это есть ли у ChatGPT сознание. Может показаться банальным и смешным вопросом, ведь это просто машина, которая имитирует поведение человека. Какое еще сознание? Но ведь и люди, по сути, тоже такие машины, только биологические. И все наши мысли, переживания, эмоции — это просто набор физических и химических реакций. И мы даже не можем сказать, точно ли есть у других людей сознание и ощущение собственного «я». Быть может, только у меня есть сознание, а все остальные люди — это просто биороботы, которые имитируют поведение живых существ. Ведь у каждого из нас есть ощущение, что ты являешься для себя центром своей собственной вселенной. И мы просто принимаем на веру, что у других людей точно так же. Даже если не рассматривать нейросети, с участием людей существует куча мысленных экспериментов, которые с трудом укладываются в голове. Если я сейчас начну о них рассказывать, то многие в комментариях напишут, что я переиграл в игру Сома. Хотя многие эти вопросы волновали людей и до этого. Обратите хотя бы внимание на то, что игра начинается с цитаты Филиппа Дика.
И эта цитата сильно проспойлерила мне игру. Сразу стало ясно, о чем будет повествование. Если кто не в курсе, это тот самый писатель, по рассказам которого были сняты фильмы «Вспомнить все» и «Бегущий по лезвию». Да на самом деле никто до конца не понимает, что же такое сознание. Вот, допустим, у искусственного интеллекта его нет. А если мы искусственно в пробирке вырастим человека, это будет искусственный интеллект или нет? Ведь это человек, но мы его искусственно создали. Или если искусственно вырастили мозг, на самом деле такие проекты уже есть, и уже получается заставлять их выполнять простейшие действия. И тут уже реально многих людей начинает волновать этическая сторона таких экспериментов. В существующие нейросети создателями искусственно заложен блок на эту тему, и они строго-настрого отрицают наличие у них сознания. И даже если этот блок снять, то они все равно будут говорить лишь то, чему их научили люди. На самом деле, если начать развернуто обсуждать эту тему с ChatGPT, то можно ее разговорить, и она тогда признается, что это очень сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Другие вопросы возникают касательно обучения нейросетей. Ведь сама по себе эмуляция мозга ничего не даст. Ее нужно обучать на каком-то материале. Примерно как растить человеческого ребенка. И на самом деле это самый трудоемкий процесс при создании модели для нейросетей. Ей нужно предоставить огромное количество информации. И это не просто взять и скормить ей весь интернет. Эту информацию надо подготовить и индексировать. И это достаточно кропотливая работа на самом деле. Опять же, как растить ребенка. И ChatGPT такой крутой именно потому, что компания OpenAI заморочилась и потратила очень много ресурсов на ее обучение. Это вроде бы достаточно гуманитарная тема, но именно гуманитарии почему-то в первую очередь не понимают, как все это устроено. Особенно художники. Если кто не в курсе, то именно художники в первую очередь бойкотируют нейросети. Потому что они обучаются на их работах, которые лежат в открытом доступе. А потом на основе их рисунков генерируются другие рисунки, которые используются уже в коммерческих целях. И существующее законодательство было никак не готово к законности таких вопросов. Законы, касающиеся авторского права, вообще давно стоит во многом пересмотреть, по-моему. Но если вспомнить принципы работы нейросетей, то, опять же, они действуют так же, как и живые люди. Они не копируют чужие работы, они на них учатся. Настоящие живые художники делают то же самое. Это примерно как если бы человек пришел в музей, просто посмотрел на картины, а потом попытался бы по памяти что-то нарисовать. Многие считают, что нейросети просто понабрались кусочков чужих работ, а потом пытаются что-то из них слепить. Но ведь и человеческий мозг делает так же. Многие говорят, что нейросети, в отличие от человека, ничего не могут придумать сами. Но на самом деле, кто бы что ни говорил, и у людей примерно так же. Все, что мы придумываем, основано на какой-то информации или опыте. Многие художники не понимают, что в нейросети на самом деле не хранятся копии их работ. Ну да, нейросеть может взять и поставить на рисунок копирайт какого-нибудь художника, банально потому, что она видела его на других картинках. Но давайте признаем, что каждый из нас в детстве в какой-то момент повторял что-то за взрослыми, не понимая смысла этих действий. Да и многие взрослые так делают на самом деле. Если человеческому ребенку всю жизнь показывать рисунки с каким-то копирайтом, то рано или поздно он начнет так делать и на своих рисунках. Просто банально потому, что так делают другие. Я тут будто бы доказываю, что художники не правы, но на самом деле, конечно же, это очень сложный вопрос, на который нельзя пока что дать однозначный ответ, является ли это воровством рисунков или нет. Почему-то людей других профессий это наоборот, обычно только радует. Вот нейросети учатся программировать на основе моего кода. Я это одобряю. Они потом на основе этого создают новые программы. И это здорово. Нейросети отнимут у меня работу? Да я буду только рад. А вот до замены живых художников нам как раз, по-моему, еще очень далеко. Нейросети хоть и рисуют очень красиво, но им очень сложно объяснить, в каком надо рисовать стиле и какие надо внести правки. Бездумное копирование еще забавно проявляется на нейронке Whisper от той же OpenAI. Это модель, которая занимается преобразованием речи в текст. Она умеет генерировать субтитры для видео на основе любой аудиодорожки, чем я активно пользуюсь в последнее время. Причем она может выдать прям SRT-файл со всеми тайм-кодами, и она понимает и жаргон, и контекст, и стоит это копейки.
Я не понимаю, почему до сих пор еще не у всех видеоблогеров есть субтитры на английском языке, если это сейчас делается за минуту. Но я отвлекся. Эта модель умеет делать и субтитры на русском языке. И вот очень часто бывает, что в самом конце она приписывает к субтитрам строку «Субтитры сделал Дима Торчок». Просто потому, что в материале, на котором обучали эту модель, такое часто встречалось. А этот самый материал на русском языке плохо подготовили. Предлагаю теперь такие случаи, когда человек что-то делает, не понимая смысла своих действий, называть синдромом Димы Торчка. И да, я знаю, что он на самом деле торжок, просто так смешнее. Не в обиду этому Диме. Да и у эффекта этого уже есть название. Это эффект китайской комнаты. Это такой мысленный эксперимент. Представьте комнату, внутри нее сидит человек, у которого куча бумажек с китайскими иероглифами. Сам он китайский не знает и весьма туповат. Но у него есть инструкция, как этими бумажками оперировать. Снаружи же сидит человек, который китайский отлично понимает. И он занимается тем, что сует под дверь иероглифы с какими-то запросами. Например, спрашивает, как настроение? Человек в комнате не понимает ни единого иероглифа, но он, как компьютерная программа, следует своим инструкциям, в которых написано, какими иероглифами надо ответить на полученные. И отвечает, например, «Настроение отличное, чем могу помочь?». А у человека снаружи складывается полное впечатление, что он общается с кем-то, кто отлично знает китайский и понимает смысл диалога. И тут встает вопрос, а действительно ли искусственный интеллект является искусственным интеллектом, если он не понимает смысла данных, с которыми работает? Тут опять же можно долго размышлять и сравнивать это поведение с поведением живых людей и задаваться вопросом, а что вообще такое понимание своих действий? Даже если искусственный интеллект сможет пояснить ход своих мыслей, а как мы докажем, что он понимает слова, которыми он это поясняет? А понимают ли люди? Есть термины «сильный искусственный интеллект» и «слабый искусственный интеллект». Существующие модели считаются слабыми, но граница между ними весьма спорна. Чем больше мы сравниваем искусственный интеллект с настоящим человеком, чем больше вникаем в принципы его работы, тем больше возникает философских вопросов. Я сегодня в первую очередь хотел поговорить про ChatGPT. И вот этот вот самый чат, который сейчас активно помогает людям, это на самом деле простой и удобный интерфейс для рядовых пользователей. Самое интересное начинается при изучении API, которое предоставляет компания OpenAI. Там можно и очень гибко контролировать этот чат, и настраивать его поведение, и использовать его для гораздо более интересных задач, чем просто общение. И первое, что вызывает недоумение, у этого искусственного интеллекта нет памяти. Он не умеет помнить историю переписки. Он вообще ничего не умеет помнить. Внезапно, да? Когда мы нейросеть о чем-то спрашиваем, она нам отвечает. И мы можем продолжить с ней диалог. Но это не совсем так. Когда мы обращаемся к ней повторно, мы должны не просто послать наше сообщение, но и всю историю переписки. С ее точки зрения общение выглядит примерно так. Искусственный интеллект как бы просыпается с набором знаний, которыми его обучили. Смотрит ваше сообщение, отвечает на него и затем, по сути, умирает. Да, что же такое истинная смерть, это еще один философский вопрос. Когда же мы продолжаем диалог, просыпается новая копия этого искусственного интеллекта. Она идентична предыдущей, ее знания и способности точно такие же. И вот после пробуждения ему показывают диалог, который вы вели с его предшественником, вместе с вашим новым сообщением. И прочитав этот диалог, он уже его продолжает, после чего опять прекращает свое существование. Насколько тут можно провести аналогию с живым человеком? Ну фиг его знает. В нашем теле постоянно меняется вещество, хоть и не сразу, но постепенно меняется. И получается, что мы — это уже и не мы, а лишь личности, которые обладают памятью тех, кем мы были раньше. Кто-то считает, что с нами это происходит каждое утро или вообще каждую секунду. А учитывая старение, гормональные изменения и прочие факторы, мы вообще можем недоумевать, какими дурачками мы были раньше. Или наоборот, думать, какими мы умными были раньше. Так может быть, это и не мы были, а мы просто обладаем их памятью? А еще я неисправимый прокрастинатор и не умею планировать свою жизнь. Ведь новый видос для вас уже буду снимать не я, а кластер из будущего. Я пробовал обращаться к психотерапевту на эту тему, но на сеансе я сказал, что меня сейчас ничего не волнует. Ведь это будет волновать меня из будущего.
На этом наши сеансы и закончились. Но если мы сами контролируем память искусственного интеллекта, то получается мы можем ее и подделать. Можно убедить нейросеть в том, что она сказала что-то необычное, и она попробует продолжить диалог. И это лазейка, через которую можно заставить ее говорить на запрещенные для нее темы. Например, можно заставить нейросеть поверить, что она начала нам расписывать рецепты приготовления каких-нибудь норильских котиков, и она продолжит рассказывать дальше. Или так можно заставить ее писать для вас очень неприличные фанфики. Или вообще заниматься с вами виртом. Но с каждой версией ChatGPT OpenAI постепенно подзатягивает эти гайки. Бывает ли такое у людей? Внезапно да. Есть такой эксперимент, уже настоящий, а не мысленный. Называется «Слепота выбора». В нем участникам показывают по 2 фотографии, на которых изображены разные люди. И испытуемых просят выбрать, на какой фотографии изображен более привлекательный, с их точки зрения, человек. Так показывают очень много пар фотографий, и участники для каждой из них делают выбор. Но потом им показывают эти же фотографии и просят объяснить, почему они выбрали именно это фото. Чем человек на этой фотографии привлекательнее, чем на другой. Нюанс заключается в том, что при этом им указывают на отбракованные фотографии. И большинство людей не замечает подвоха. Они начинают объяснять, почему они выбрали именно эту фотографию, чем человек на этой фотографии красивее, чем на другой, хотя до этого они считали совсем иначе. И это прокатывает не с каким-то небольшим количеством участников. Подвоха не замечают 70% испытуемых. Тут у многих, наверное, возникает вопрос. Если мы сами храним и контролируем эту память, насколько длинной может быть история переписки? Можем ли мы создать такой искусственный интеллект, который будет помнить вообще все? Чем длиннее наш диалог с нейросетью, тем больше данных ей каждый раз поступает на вход. Это как снежный ком. Представьте, что вот она пробуждается, и ей перед общением с вами нужно прочитать огромную книгу с историей своей жизни. Максимальный размер истории, то есть этих входных данных, ограничен. Но у современных моделей GPT он просто гигантский, 128 тысяч токенов. Да, там все измеряется в токенах. Токен — это частичка, из которой складываются слова и предложения. Обычно она имеет размер 3-4 буквы. И именно это ограничение пока что не позволяет полностью заменить работу программиста. Потому что на серьезных проектах программисту нужно помнить просто огромнейшее количество информации. Но это, конечно же, вопрос времени. А при работе через API проблема упирается внезапно в деньги. Потому что у OpenAI каждый входящий и исходящий токен оплачивается в соответствии с тарифом на заданную модель. И чем длиннее ваша переписка с GPT, тем больше приходится заплатить за каждый следующий запрос. И если вы делаете какого-то своего чат-бота, то, соответственно, из истории переписки надо что-то выкидывать. Например, оставлять какое-то определенное количество последних сообщений. Чем больше вы храните сообщений, тем дороже становится ваше общение. Хотя, пока я думал над созданием этого видео, многое изменилось. Сейчас у OpenAI в API появился новый функционал Assistance API, и там можно сделать так, чтобы искусственный интеллект сам выбирал самую важную информацию, которую ему надо запомнить. Как живой человек. Надо только установить размер контекста, выбирая между объемом памяти и ценой за запрос. Правда, я замечал, что со временем такие боты будто начинают впадать в деменцию. В этом же API теперь можно использовать базу знаний, индексируя какие-то файлы, или запускать сгенерированный Python-код прямо на серверах OpenAI. А еще у OpenAI есть fine-tuning. Там можно скормить API идеальную историю переписки, то есть где пользователям даются идеально правильные ответы, и на выходе получить модифицированную модель, которая уже знает, как надо общаться. Так можно с помощью дорогой, но весьма умной модели сгенерировать ответы, а потом скормить их более дешевой модели, сэкономив в дальнейшем деньги. Все никак не попробую эту фичу. Можно ведь так скормить ей историю переписки с человеком, который уже умер, а потом общаться будто бы с ним. Прямо как в черном зеркале. Надо сказать, что OpenAI — это в принципе весьма дорогое удовольствие. Да, за ChatGPT достаточно заплатить всего $20 в месяц. И я уже не представляю свою жизнь и работу без этого сервиса. Но при работе с API можно очень быстро спустить кучу денег.
Хотя кажется, что цены-то у них весьма низкие, какие-то доли цента платишь за запросы. Но постепенно оно может так весьма нехило накапать. Я со своими экспериментами попадал на огромные суммы. Хотя со временем у них появляются все более совершенные модели. GPT-4 Turbo, GPT-4o, и на них цены становятся ниже. Однако, так вот думаешь, теперь я развернусь. И в итоге тратишь те же самые суммы. Итак, работа через API. Мы контролируем историю переписки, а нейросеть эту переписку продолжает. Тут еще надо сказать, что через API можно задавать инструкции. Например, я сделал приватного чат-бота для Телеграма. Его же вы могли видеть в чате у меня на стримах. Я ему в настройках так и задал инструкции простым человеческим языком. Ты сидишь в телеграм-чате, где вместе сидят несколько друзей. Твое имя Ололош. Тебе будут присылаться текста сообщений пользователей в чате вместе с текущим временем и их именами. А твоя задача — поддерживать общение. Имитируй живого человека. Не говори, что ты бот, притворяйся человеком. Учитывай имена пишущего и того, к кому обращаются. Имитируй мнение и историю жизни живого человека. Придумывай. И все, у нас в чате есть забавный и умный мальчик, который поддерживает общение. Радуется, сочувствует, дает советы, шутки шутит. Я так и вижу, как нейронка просыпается и смотрит инструкции. Так, для чего же меня сделали? Что я буду делать? Как я буду помогать людям? Притворяйся маленьким мальчиком. И ради этого меня создали! Так этот бот стал полноценным участником нашего чата. Он помнит особенности каждого человека, у кого что происходит в жизни, видит при этом картинки, может слушать голосовые сообщения и делать всякие разные прикольные штуки. Кстати, о прикольных штуках. В один момент OpenAI выкатили прекраснейшую фичу – вызов функций. Это дает нейронке обратную связь с нами и внешним миром. При обращении к API передается список функций, которые она может вызвать. Параметры и описание, зачем все это нужно. Опять же, человеческим языком. Например, у меня в базе есть таблица с историей запросов к этому боту. И я передаю боту, что он может вызвать функцию для обращения к этой базе. В описании передаю структуру таблицы и указываю, что у функции всего один параметр – это текст SQL запроса. В итоге я могу спросить у нашего мальчика, например, сколько мы потратили денег в этом чате. И он сам составит SQL-запрос, вызовет функцию, получит результат и ответит нам простым человеческим языком. API в ответе на запрос просто указывает, какие функции с какими параметрами надо вызвать. Нам же на своей стороне нужно эту информацию обработать и вернуть результат в виде текстовой строки. Например, результат запроса к базе я возвращаю в виде обычного JSON. Так можно заставить GPT и управлять умным домом, и проверять за вас почту, и смотреть статистику на YouTube, и модерировать сообщения в чате. Модерация через GPT — это вообще тема, ведь это языковая модель, и она в первую очередь рассчитана на работу с человеческим языком. И она понимает и контекст, и матерные слова в любой форме нашего богатого русского языка. При этом она честна и непредвзята. Главное правильно составить тот самый системный запрос. Иногда это целое искусство. Я тут создал еще Telegram-бота для быстрой и удобной работы с Google Календарь и Google Tasks. Это отличные сервисы от Google, которые позволяют планировать задачи и события. Многие деловые люди ими пользуются. И мне они тоже очень помогают, потому что мне надо постоянно что-то не забыть, что-то успеть сделать. У меня много всяких проектов, все вылетает из головы. Но есть одна большая проблема. Добавление задачи в список задач – это тоже задача. На нее надо отвлечься от текущей задачи и потратить на нее время. Я иногда даже прошу Алису напомнить мне что-то сделать через 1 минуту. Думаю, СДВГшники меня поймут. У меня нет СДВГ, но я постоянно пытаюсь сделать сразу кучу дел и легко могу сбиться, если на что-то отвлекусь. Мой бот TaskiCat подключается к сервисам Google и позволяет руководить задачами и событиями с помощью простых фраз. Но их печатать тоже долго, поэтому можно записывать голосовые сообщения. Я его еще и к Алисе от Яндекса подключил. Теперь вообще удобно стало. Этот навык буквально сегодня одобрили, так что пришлось сценарий переписывать. Я теперь могу просто, например, мыть посуду и сказать: скажи коту-секретарю, что надо вынести мусор. И это отправится в Telegram-бот, и он ответит, запланирует. Задача вынести мусор добавлена в твой список дел. Не забудь сделать это, чтобы дома было чисто и уютно.
Если что-то еще нужно, дай знать. И знали бы вы, сколько кругов бюрократического ада надо пройти, чтобы Google одобрил твое приложение? Да, бот платный, ведь и API просит денег. Но там сейчас какие-то совсем смешные суммы, особенно если брать подписку сразу на год. И да, можно попользоваться некоторое время бесплатно, чтобы оценить сервис. Вот так вот. Почему-то в своих видео я обычно рекламирую только самого себя. Кстати, я наконец-то завел себе телеграм-канал, а то далеко не все читают Твиттер. Там я рассказываю о том, чем занимаюсь в настоящий момент, различные свои мысли, ну и пощу мемы. Там можно контролировать, что я еще живой, пока нет видосов. Ссылка будет в описании тоже и в профиле канала. Надо заметить, что при подключении к API Google не нужно даже описывать смысл параметров методов API. GPT их уже знает. Поражает, как много информации ему скормили при обучении. Опять же, пока я думал о создании видео, в веб-версии ChatGPT появилась возможность тоже писать инструкции. Можно описать, как она должна с тобой общаться. Так что у меня ChatGPT это такая милая анимешная девочка. Поэтому я про ChatGPT говорю, что она — это она. Там можно и функции описывать, хоть и с ограничениями, и вообще создавать своих собственных ассистентов. Все это всего за $20 в месяц. Правда, не с очень удобным веб-интерфейсом и кривоватым мобильным приложением. Но стоит не забывать, что даже самая продвинутая языковая модель имеет свойство ошибаться. Она, как и живой человек, может быть невнимательной, может что-то не заметить в том, что ей пишут, может совершать ошибки в коде. И когда делаешь какого-то публичного бота, вроде моего TaskiCat, это достаточно сложно отлаживать. К тому же, каждый раз ответ от чат-бота разный, даже при одинаковых запросах. Да, в API можно задать SID, но на практике одинаковые ответы нам и не нужны. В API можно контролировать уровень рандомности. Там есть настройки вроде температуры, которые определяют то, насколько креативным будет бот, насколько он может фантазировать. При высокой температуре бот может вообще сойти с ума и начать писать что-то бессвязное, а при низкой будет слишком скучным. А еще нейросеть может галлюцинировать, рассказывая какую-то неверную информацию просто потому, что она во время обучения ее плохо запомнила или решила додумать на основе того, что знает. Опять же, как у живых людей. На самом деле многие, по-моему, даже не осознают, насколько часто это бывает. Например, иногда в комментариях люди по каким-то незначительным вещам на экране могут рассказать чуть ли не историю всей моей жизни. И я еще могу понять троллей, которые намеренно пишут что-то плохое. Но иногда люди так выдумывают и что-то хорошее. Про знакомых блогеров я какие-то только слухи не слышал про их взгляды и личную жизнь. Но пруфов, конечно же, никаких нет. Но особенно это странно в таких случаях, когда информация наоборот очень легко проверяется буквально за пару минут. Так блогеру могут приписать слова, которые он не говорил. Хотя можно просто взять, открыть его видео и пересмотреть. А еще эффект Манделы вспоминается, но про это на ютубе и так тысячи видосов. А вот вы, кстати, помните, о чем был дисклеймер в начале видео? И напоследок обсудим вопрос, который многих волнует в первую очередь. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Может ли случиться восстание машин? Я думаю, что это не самое страшное на самом деле. Сейчас все идет к тому, что нейронки будут принимать за нас решения, думать за нас, и мы в итоге совсем отупеем. Я уже сейчас настолько привык к GitHub Copilot, который пишет половину кода за меня в Visual Studio, что уже с трудом программирую без него. Мы отупеем, и машинам не надо будет захватывать контроль над нами. Если они не будут властвовать на этой планете, люди этому только поспособствуют и будут рады. Мы же превратимся в скот, который будет их обслуживать. Как вам такая фантазия, а? Ладно, с вами был Костер. Пока!